Если человек поменял паспорт, то можно нормально жениться. А если был женат, то брак аннулируется. Да, если у тебя были женские документы и теперь мужские документы, мужской паспорт, то можно нормально жениться. Если ты был, скажем, с женскими документами замужем, то брак аннулируется, насколько мне известно. Как сделать правильный каминг-аут родителям? Какие ключевые слова подобрать? С чего начать? Это одно из самых сложных вещей в принципе, каминг-аут. Для меня лично, в моем каминг-ауте вообще кому-либо самое сложное – это каминг-аут родителям. Поэтому подойти к этому нужно очень серьезно и с подготовкой, я бы сказал. Я думаю, что есть где-то два варианта, как сделать каминг-аут, более или менее неплохих. Один из них – это письменно, написать письмо, желательно настоящее, на бумаге, от руки. А другой вариант – лично. Я на самом деле как бы сделал и то, и другое. Я сделал каминг-аут лично, и потом еще я написал письмо, потом вдогонку, так сказать, описал свои переживания, описал какое-то краткое содержание своей прошлой жизни. Вот. Можно сделать видеопослание, в конце концов, на самом деле тоже вариант. Но не надо делать это по телефону, мне кажется, это плохая идея. Вы знаете своих родителей лучше всего, и себя тоже. Вы наверняка уже вели с ними какие-то беседы, разговоры, и вы, в принципе, наверное, примерно можете себе предположить, представить, как они реагируют на сложную ситуацию, на сложные новости, на что-то, с чем они не согласны, или на что-то, что их может напугать. Поэтому мне помогает быть готовым к какой-то такой реакции. Дальше, что касается тайминга, хорошего тайминга, по-моему, вообще не бывает. Максимум, что можно сделать, это подобрать такое время, когда у вас есть время, и у вас, и у ваших родителей, там вы их обоих посадите там на диван перед собой, или по одному с ними поговорить. Считайтесь с тем, как вам лучше, что вы можете лучше разговаривать с человеком один на один и ловить как бы его реакцию и реагировать на нее. Может быть, это быстрее и легче сделать, чем если два человека, и вы такие, и тут реакция одна, тут реакция другая. И, кстати, люди, когда они друг с другом вместе, они немного по-разному могут реагировать или по-другому, чем если бы вы разговаривали один на один. В основном один на один лучше. Какая-то более не скрытая реакция будет. Человек не боится, что подумают другие о том, как они сейчас реагируют. Обратно же, с другой стороны, может быть наоборот. Лучше, когда группа большая перед вами сидит, они тогда как бы, не посмеют, что ли, напасть на вас, а сначала придержат свою первую эмоцию. Это тоже очень сильно зависит от людей, поэтому смотрите, думайте сами, как для вас лучше, как с вашими родственниками лучше. Делать это на праздник может быть прикольная идея, с другой стороны, вы, скорее всего, испортите праздник. Сделать это после праздника, может быть, вы тогда испортите воспоминания об этом празднике. Сделать перед праздником не надо. Лучше всего приехать к родителям, рассказать все и уехать, если у вас есть такая возможность. Если вы живете со своими родителями, мне кажется, все-таки очень-очень хорошо, если у вас есть возможность после этого разговора уйти. Уйти к другу на ночевку, да, или просто уйти погулять на пару часов. Потому что после такой новости очень часто человеку надо бы попереварить. Вы должны подготовиться очень хорошо, вам нужно достаточно ресурсов, вы должны иметь возможность показать какие-нибудь фотографии до-после, да, парней, распечатайте из интернета, где-нибудь найдите, или на телефоне просто полистайте. Знаете, есть вот в Инстаграме, например, куча есть аккаунтов, гляньте, у меня TimeFTM, у меня Инстаграм, снизу ссылочка, я подписан на несколько таких профилей, аккаунтов, которые прямо выставляют до-после фотографии трансгендеров, и там прям видно, тут девушка, тут парень, и очень клевые изменения, и чаще всего наши мамы-папы, они не знают, что это возможно, они думают, что ты там, если ты пойдешь, сядешь на иглу, так сказать, то ты будешь каким-то недоделанным, какой-то девочкой, пытающейся быть мальчиком, выглядеть как мальчик, и это будет
каким-то будешь посмешищем и так далее. Нет, это парни, и они круто выглядят, очень по-мужски. Вот, и это помогает показать. И представить себе, какие вопросы могут задать твои родители или ваши родители. Скорее всего, это все те же самые вопросы, которые ты задавал себе, когда думала вообще, а не транс ли я, и не надо ли мне сделать переход. Все те же страхи, которые на тебя наваливались, все они навалятся на твоих родителей. Вот. Давай перейдем на «ты». Все мои зрители, я сейчас с вами на «ты». И, кстати, когда вы мне пишете, пишите «ты», все нормально. Вот, эти вопросы могут быть по типу: а что, ты будешь делать операции? А как же с детьми? А как же... А тебя же никто не полюбит, наверное. Все. А Господь Бог и так далее. В общем, вот подготовиться надо очень хорошо. И иметь ответы на все вопросы. И эти ответы должны быть очень честные. Это должны быть те ответы, которые для тебя работают. Не те ответы, которые ты думаешь будут работать для них. И ты спрашиваешь, какие слова можно подобрать. В любом случае поможет, если ты подберешь такие слова, которые у тебя в семье принято говорить, когда вы идете с благими намерениями, да. Если у вас принято в семье говорить, что вы друг друга любите, то скажи это. Если нет, то как-нибудь что-то другое, потому что, не знаю, если это, например, не принято говорить, то это довольно пафосно может прозвучать. Поэтому желательно говорить те вещи, которые у вас в семье нормально заложены, как бы, да. Чаще всего эти разговоры, они получаются такими, что, транс, который аутится, он в конце концов рыдает огромными слезами, потому что это довольно тяжелый момент. Даже если не рыдает, как бы это очень важный момент, и, как я уже сказала, это очень сложно сделать аутинг, и чаще всего начинают трястись руки, начинают дрожать губы, подкашиваться колени. И по тебе будет видно, насколько тебе это важно, и насколько ты честен и в этот момент уязвим. И в основном наши родители нас любят, а видеть своего ребенка в таком состоянии, это в принципе очень, родителю относительно тяжело. И он хочет помочь, и хочет выслушать, и быть как бы вообще-то опорой. Наши родители чаще всего нас любят. И даже если они будут резко реагировать, то чаще всего, скорее всего, это из любви. Не бойся этой реакции. Дай своим родителям время. Нужно время. Ты все высказал, а теперь дай им время. Дай им возможность задать вопросы. У всех по-разному. У кого-то, может быть, много вопросов будет, у кого-то вообще не будет вопросов. А кто-то скажет: вообще все клево, иди, я помогу тебе, лишь бы ты был жив-здоров. Я желаю тебе, чтобы у тебя все было клево. И обращайся, если что, пиши в комментариях, пиши мне в Инстаграме. Вообще есть закрытая группа ВК Tea Time, я тоже добавлю ссылку, приходи, и это группа взаимопомощи, давайте друг другу помогать советами и поддержкой. Да, еще один человек задал вопрос такой же, в принципе. Дополнительно он еще спросил, что делать, если родители не убедились в искренности твоих признаний. Я надеюсь, я ответил на вопрос насчет искренности признаний. Тоже, я думаю, что если вы от души говорите, то ваши родители вам поверят. Не бойтесь, что они вам не поверят. Просто будьте в этот момент собой, и все будет нормально. Знаете, я закончу это второе видео на этой родительской ноте. Спасибо за просмотр, всем взаимопонимания и удачных каминг-аут.